Сбой процедуры погружения. Матрица памяти повреждена. Ошибка. Колебания между провалом и чем-то, что отдаленно напоминает успех. Структура не выдержит. Я даже не знаю, кто я! Путник ND3576 активирован. Всем приветики, друзья! У нас сегодня аж целая 8-я серия игры Chronos The New Dawn. Но вначале я бы хотела поблагодарить Галину за материальную поддержку канала. Спасибо огромное, мне очень-очень приятно, я тебе тоже желаю отличнейшего настроения. И еще одна новость, я, в общем, как любитель кофейка, черного чайка, и в последнее время принимаю еще некоторые красящие лекарства, ну, типа растворов. У нас Анжела просто начинает петь. Короче, я заметила то, что мои зубы, скажем, заметно пожелтели, и я сделала отбеливание. Но Анжела... Почему Анжела продолжает это делать? Как ее выгнать? Короче, смотри, сейчас тебе покажу. Несколько тонов точно слетело. А? Смотри. Хорошо? Я считаю, чистенько, хорошо, красивенько. Знаешь, я, конечно, всегда пью кофе, ну, вообще, то есть всю свою жизнь я любитель кофейка, черного чайка. Но последние месяцы я что-то подозреваю, то, что из-за того, что я как раз принимаю лекарственные травы, там такие сборы, что, короче, концентрат, что у них даже чуть ли не черный цвет, я думаю, то, что все это могло повлиять на мои зубы. И последние месяцы что-то начала замечать, что зубы какие-то уже не камильфо, и пора это дело отбеливать, так что я теперь сижу на зеленом чае. Кофе я пила за последнюю неделю только один раз, и то с молоком, и через трубочку. Ну, доктор Зиберт, ну что такое? Все, поехали играть, и я думаю, то, что раз уж мы здесь, мы с тобой обязательно должны зайти в кошачью комнату. Посмотри, какие красотки тут сидят. Беленький здесь появился. Обалдеть, сколько вас тут. Вот это что за кисик? Я думаю, тебе и правда интересно меня слушать. Тебе и правда интересно то, что я говорю. Это анализ котиков. Вот этот, знаешь, такой классический котик. Все в порядке, кот? Ну как можно пропустить комнату с котами? Давай беленького трогать. Чем громче ты мяукаешь, тем сильнее ты пытаешься передать срочность. Ты... голоден? Такие коты просто. Я уверена, что смотритель уже покормил тебя, врунишка. Просто реально, смотри, консервы. Я напоминаю то, что в этой серии мы ищем смотрителя, куда он пропал. Если вдруг по каким-то причинам ты не смотрела или не смотрела предыдущую серию, то обязательно посмотри. Там происходило очень много всего интересного. Сохраняться дополнительно я не буду. Патроны у меня есть. Правда, у меня 2 дробана, но если что, у меня есть вот это вот оружие, которое было шариками, но оно теперь уже без шариков. Поехали. Терминал отключен. В прошлой серии, в общем, когда мы с Мариной в комментариях обсуждали, что происходит вообще в игре. Марина, приветики. В общем-то, мы доперли до того, то, что, судя по голосовой записи смотрителя, которую он оставил, которую мы с тобой нашли в конце прошлой серии, смотритель реально потрошил, буквально потрошил путников, которые находятся в спящем состоянии, вот в этих вот капсулах, которые ты видишь. Он это делал не ради убийства, как он сказал, а ради того, чтобы забрать у них детали и починить свой костюм, свое тело. Мы пришли к такому вот выводу. И также мы пришли к выводу такому, то что, смотри, видишь, у нас значок сзади, вот тут вот у ней на костюме. Это знак церкви, вот это вот церкви последних дней. Там такой же знак нарисован, как говорит Марина, в катакомбах. Правда, в катакомбах я не видела, но мы видели с тобой этот знак. Первое на брошюре. Там, короче, сходи на прошлую серию, посмотри, там тайм-коды есть. Мы видели этот знак на брошюре и на стенах церкви. Что это значит? Точно сложно сказать. И мы выдвигаемся в милицейский участок. Не полицейский, а милицейский. Так что погнали, вот он. Милиция обывательская.
Это милиция обывательская, что такого? Здесь мы собрали то, что нам нужно. Давай еще раз убедимся, потому что все-таки бывает то, что я какие-то предметы не поднимаю. Ну да, я вот, например, могу химикаты не поднять и просто уйти. Все. Продолжаем с того же места, на котором закончили. Там мы с тобой вот в этой комнате обнаружили какой-то проход. Или не в этой комнате. Короче, где-то мы обнаружили проход. Да, вот он. Там был то ли спуск вниз, то ли что. И с нами начала разговаривать. Как ее зовут-то? Вероника, Вероника. Вероника Каминска. Что это? Это, типа, ну... Это как у полиции есть камеры. Видимо, это тюремные камеры. Результаты. Стандартная оценка когнитивных способностей после пробуждения. Опа! Извлеченные из рев-капсулы данные в секторе A31 показывают 57% совместимости с базовой моделью. Что это значит? Выводы. Стагнация. Слишком много потеряно. Слишком мало восстановлено. Процесс весьма сомнительный. Колебания между провалом и чем-то, что отдаленно напоминает успех. Структура не выдержит. Кто прокомментирует? Что это такое? Слушай, ну смотри, полностью все, что мы решили, оно реально, да, так и есть. Куча путников умерли и заперты в камере. Скорее всего, это были спящие. Спящие, то есть те, кто еще не пробудился. Обалдеть. Реально, получается, смотритель всех зарезал. Ножиком убил. Как же так-то? Ты знаешь, я, конечно, все ожидала, но вот такого я точно не ожидала. Что ты скрывал от меня? Ну, он вот это и скрывал, собственно. То, что для продолжения своей собственной жизни он пожертвовал жизнями других. Вот там есть химикат, значит, мы можем зайти в эту комнату каким-то образом. Давай смотреть на стены. На стены, возможно, мы что-то можем сделать. Только как? Вообще иногда удивляет в этой игре. Как бы запертая область, а в ней что-то лежит, какой-то предмет. Это уже не первый раз, когда я замечаю. То есть я достаточно подробно все прохожу. Стараюсь залезть в каждый угол. Ну, например, в данном случае. Я не знаю, напиши свои предположения в комментарии. Как ты думаешь? Как достать вот этот химикат? Ну, допустим, я такой человек, что мне принципиально нужен этот химикат. Смотри, давай посмотрим. Вот как мы можем залезть? Здесь даже никакой ни щели, ничего нет. А может все проще, чем я думаю? Там же энергия тоже стоит. Возможно, мы найдем какой-то пункт управления и просто, как сказать... Просто эти камеры все откроются. Я более чем уверена. Мастер-ключ от участка. Это все твоих рук дело? Или его? И, кстати говоря, да, я проверила. Действительно, у исследователя и у смотрителя одинаковый номер. То есть вот то тело, которое лежит у нас сейчас, которое мы подобрали в церкви, которое лежит у нас сейчас здесь на столе, в этой локации, у него такой же номер, как у смотрителя, который нам все это время как бы помогал. То есть это он и есть, только в разных временных промежутках или что? Я чуть не могу понять. Ну я же и говорю, какой-то пульт управления. Ой-ё! Это глюк? Ну да, меня не выпускали из комнаты.
Ну да, все оказалось проще. Почему? Зачем все это с ними делать? Ну как, зачем? Мы же записку читали. Если это правда, то... То это... Ну, если честно, такого я вообще не могла ожидать. Есть дробана, кстати, замутим. Потому что химикат надо собрать. Не, сейчас я понимаю, хорошо. Сейчас вообще без проблем у нас действительно при помощи этой переключателя открылись ворота. Но были уже в игре такие случаи, когда ты видишь комнату, но ты просто реально не понимаешь, как в нее можно попасть. Что за жесть? Их тут несколько десятков, наверное. Тут несколько десятков путников. Ага, сохранялка пошла. Ну, короче говоря, Вероника говорит, здесь так холодно. Короче говоря, ясно понятно, что мы идем уже к концовке. Но сколько это займет времени? То есть для того, чтобы записать серию на 3 часа, там на 2:40, я сижу 4 часа с чем-то, потому что я перерывы делаю, там покушать, там всякое такое. Я вот не знаю, я сегодня просижу, я, например, пройдем мы с тобой игру или нет? Ну, ты-то знаешь? Пожалуйста, останови это, говорит Вероника. Ты-то знаешь, ты же видишь название финала или не финала, я-то еще не знаю. А ты че... Что с нами случилось? Я ведь была твоей подругой. Или твоим другом, кстати. Я не знаю, может, перевели неправильно. Стой! Пожалуйста, остановись! Это я! Это я! А, уже драка началась? Долбанет меня, да? Нет, не долбанул. А почему два таких тела? Почему не один? Ой, они сильные оказались. Это знаешь, я только зашла в игру для того, чтобы вспомнить, как играть, а мне сразу накинули босс-файта. Так, 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 так. Ой, как больно! Капец! Я такого не ожидала, прямо как зайду в игру. Я только зашла, меня уже пристанули. Лечилки нету, лечилки нету, лечилки нету. Сейчас просто спасаемся. Ой, меня сейчас убьют. Это, понимаешь, ну ты такой, ты не играешь, короче, неделю, а потом заходишь, и ты думаешь, ну, сейчас я пока растрясусь, пока я похожу, пока я привыкну к управлению этой игры.
И тут тебе сразу на 2 босса просто. А, я выбила голову, у меня патроны кончились. Кстати, неплохо пошло в этот заход. Стреляй! Вот кто я на самом деле, видишь? О, это я прошла, получается? Ты разочарован? Я думаю, то, что мы в конце концов все-таки поймем, кто вот эти вот монстры с оранжевыми шариками. О, голосовуха прилипла. Сейчас я пытаюсь понять, куда нам электричество провести. Голосовуху сейчас послушаем. А, вот сюда. Вот сюда, и как нам надо... А, нам как-то между биомассы надо как-то вести. Хорошо, давай голосовуху сначала. После каждой попытки все становится только еще больше непредсказуемым. Ее эго реагирует вспышкой агрессии и страха. Она кричит, паникует, мучается, иногда даже плачет. Это нормальная и очень человеческая реакция. Так что я уверен, что успех близок. И есть надежда, но... Когда мы завершаем начальную процедуру, наступает тишина. Все вроде работает как надо, но никакой реакции от нее как таковой я не получаю. Я чувствую, что она там. Что она функционирует. Сейчас он договорит вот эту страницу. Такое ощущение, что она не хочет идти на контакт. Будто бы она пытается спрятаться. А кто это говорит? Это смотрительский голос или нет? Так, как-то нам надо тут... Просто, видишь, эта штука на биомассу не лепится, и нам надо как-то, да, вот так вот прям проводить. Задачку напридумывали. А у нас же на той стороне было. Задачка интересная. Может, поверху висит, да и все. А, это что, никак? А вот эта вот штука, это что? Это как нам провести тогда надо? Ну-ка, подожди, а может быть здесь? Как-то, ну, казалось, что я иду логичным путем, но... Кто его знает?
Ну-ка, если так. То, что она на биомассу не крепится, это да, это факт. Что-то мы делаем неправильно. По крайней мере, вот до этого места я уверена. А дальше нет. Наверное, вот тут, вот дорожка. Ты разработчик хитрый напридумывал. Не, ну, в принципе, вот так вот, если... А чё так долго? Так мы с тобой до ночи будем сидеть. Не, ну... Нет. Все неправильно? Ну, здесь биомасса не даст пройти. Это какая-то сложная типа загадка или что? Ну, смотри, вот давай идти от этой штуки. Мы пройдем до сюда, здесь биомасса. То есть это не окей. Поверху мы тоже не можем. Разве что... Так, как убрать-то на красную? Убираем. Вот так через коротенькую он может. Значит, нам нужно вести поверху. Например, ага. Во. Прикольно. В смысле? Стоп, на С. Выяснить, что за дверью. А как мы выясним, что за дверью? Испытание номер 320. Внедрение сущности выполнено успешно. Знак, смотри, знак. Протокол Лазарь выполнен успешно. Спутник ND-3576 активирован. Внедрение сущности. Лазарь. Что происходит? Бомбит просто. Это... Конечно. Ты... Это Вероника, офигеть. Что за жуть? Кто что понял? Вот эти вставки классно они сделали. Типа Вероника сейчас была такая механическая. С возвращением, исследователь. Нет! Что ты наделала? Как только я подумал, что мы начинаем чего-то добиваться. Как только ты начала все понимать. Ты все испортила. Ты... Чудовище. Чудовище? Да, это... Ты сделал меня такой. Зачем? Зачем ты меня такой сделал? Потому что она никогда бы не сдалась. Что? Она пыталась бы спасти человечество любой ценой. И тебе предстояло стать тем, что от него осталось.
Потому что ее сущность... Нет, ее душа продолжила бы жить. В тебе. Как ты смеешь называть это жизнью? Я даже не знаю, кто я. Ты... Не она. А призвание? Все это было ложью. Снова ты со своим призванием. Ты что, правда думала, что спасаешь их? Мне просто нужно было чем-то заменить поврежденные блоки в ее матрице памяти. Так что я использовал для этого поведенческое ядро путников, и... Я заполнил пустоты тем, чем я когда-то был. Я знал, что она изменится. Знал, но... Я все еще надеялся, что она останется самой собой. Но как же я ошибался? Вместо этого я остался с тобой. Тем, кем я когда-то отказался быть. Почему? Почему ты не сказал мне, кто я? Кем я была раньше? Я думал, что дарю тебе самый человечный подарок. Я думал, ты проснешься, освободившись от оков прошлого. Что ты станешь новым человеком в этом новом будущем. Что эта новая страница жизни станет твоей. Я хотел освободить тебя. А вместо этого ты выбрала служить. Но у тебя это хорошо получается. Тем не менее, у меня все еще есть шанс начать все сначала. И на этот раз я все сделаю правильно. Что ты делаешь? Исправляю. Нет! Что только что было? Сейчас меня пробомбит немножко. Вероника говорит, слушаю. Ты в опасности. Это ты. Но как ты? Похоже, наконец-то настал момент, которого я так боялся. Я не знаю, как это произошло. Я думал, что мое присутствие в прошлом сдерживает пробуждение моего преемника. Но, увы, я почувствовал присутствие. Один из нас появился в этой временной линии. Он, наверное, захочет заменить меня и продолжить выполнять призвание. Я могу лишь отключиться, чтобы выиграть немного времени. Тогда они меня так просто не найдут. Подожди, нет. Нет, не делай этого. Это происходит, Вероника. Никому из них не доверяй. Они даже не станут колебаться. Они не я. Для них ты следующая цель. Если судьба позволит, даст нам шанс, то мы снова встретимся. Но прямо сейчас наши пути должны разойтись. Стой, мы все еще можем что-нибудь придумать. Прощай. Алло? Алло?
Прошу, не бросай меня! Жуть просто! Так он все-таки просто отключен был, получается, он не помер. Что же ты наделал? Какие-то гигантские аномалии? Я отвлеклась на телефон, потому что у меня пылесос включился опять. Опять сам включился, просто и поехал. Я услышала, что он тут ездит. Но шумодав микрофона, надеюсь, что задавил все это. Выяснить правду у смотрителя, задание выполнено. Ну, так, такое. Отправиться за исследователем и противостоять ему. Что тебе сказать? Если честно, я сейчас немножечко в шоке. Во-первых, это было чересчур эмоционально. Во-вторых, это было капец как жестко. А куда двигать? Типа, я просто когда буду монтировать, я еще раз пересмотрю тот диалог, который я сейчас слышала. Ядро. А, мне дают? Дают. Места нет. Я переслушаю, конечно, когда буду монтировать еще раз вот это вот все то, что там нам сказали. Для того, чтобы получше запомнить все это. Выжигатель я убрала. Давай голосовуху. Боже, она была мне так дорога. Я только хотел сохранить, защитить ее. Она забрала ее у меня. Если бы я не совершил столько ошибок. Это не важно. Я могу все исправить. Я могу это остановить до того, как оно случится. Я знаю, я выяснил, где моя Вероника. Я знаю, где ее найти. На этот раз у меня все получится. Я перенесу ее в такое будущее, где наши технологии еще работали на полную силу, и... ничто больше не разлучит нас. Стоп, у меня взрыв мозга просто. Честно говоря, мозг просто взорвался. Выходит, подожди. Стоп. Выходит то, что здесь все-таки есть несколько временных линий. Это, кстати, самое сложное и в сериалах, и в играх. Извини, микрофон. Существует несколько временных линий, видимо, типа с альтернативным развитием событий. Из тех знаний, которые давала нам игра до этого момента, я могу подумать, что Вероника точно является человеком из Польши каких-то там годов. А путники точно являются не людьми. Они могут быть сосудом для сущности и так далее, но они не люди. И когда Вероника встретилась с одним из спутников, который дальше нам был представлен как исследователь... Так, Анжела, спокойно. Получается то, что... каким-то образом у исследователя в голове появилась, что ли, какая-то любовь? Или что? Или я это вижу не так? То есть она единственная, кто разглядел в нем личность, как нам говорили в прошлой серии, как бы человека, типа. Он сам предал призвание и сказал то, что я больше экстрагировать никого не буду, я за людей.
И одновременно смотритель является исследователем. То есть смотритель равно исследователь, просто либо из разных временных линий, либо еще как-то. Ну а как еще типа два одинаковых костюма с одинаковым номером могут существовать? Явно один из одной линии, получается, второй из другой. Хорошо, я предлагаю просто больше не спекулировать на этой теме. Я сказала то, что я примерно начинаю в своей голове что-то по полочкам укладывать. Пошли дальше. Ну, Анжела. Пойдем дальше и будем уже выяснять поконкретнее, что нам игра расскажет. А слота у меня нет. Для начала перезарядка оружия мне нужна, чтобы был слот. Ну, мало ли он появится. Появилось? Не появилось. Сейчас ядро заберем. Кстати, я сейчас чекну. Какая ситуация у меня с ядром? А у меня одно есть. А если я возьму второе, то получается то, что мы с тобой прокачаем что-нибудь. Боеприпасы пистолета. Гильза дробовика. Дробана скидываю. Так как мы с тобой накачали уже и костюм, и что-то там еще, то мы с тобой прокачиваем лимит ресурсов. Ну сегодня жестко серия пошла просто. Я даже не знаю, как объяснить. Лимит ресурсов вкачиваем, потому что целостность и слоты у нас уже готовы. Не хватает ресурсов для улучшения. А я не взяла, что ли, ядро? А, ну конечно. Я одно взяла и все. Выжигатель уберем. Да, вот это я сейчас в шоке. Так, Маш, чтобы как бы взять ядро, его нужно взять. Ты в курсе? Я просто хочу взять ядро и не беру его. Лимит поехал. Я считаю то, что моя прокачка логичная. Типа целостность и слоты гораздо круче, чем лимит. Поэтому пускай так будет. Гильза дробовика хочу купить. Тем более продают только 2. И боеприпасы пистолета. Пятерик. И выжигатель. А, на прокачку, знаешь, что посмотрим? Копье-карабин, которое стреляет та-та-та. Вот это по 3 штуки. По 3 патрона. Огневую мощь вкачаем. У нас остается 6742. Все. 6000, 6, там 10 должно быть в запасе. Так, сохраняние где-нибудь. Сохраняние какое взять? Вот такое нижнее возьмем. Так, я попила чаек и продолжаем. Вообще, на самом деле, подумалось мне, что вот эти вот мучения главной героини по поводу своей идентичности, по поводу того, кто она вообще. И она, по сути, получается пешка в чужом плане. А ей хотелось бы понять, кто она сама на самом деле. Не, реально, это интересный вопрос. Надо проходить дальше и смотреть, что тут нам скажут на этот счет. А что, я все-таки не отодвинула как-то? А, до конца не отодвинула. Какие-то здания опять? Опа, опа, опа. Гравитация, мы сели на гравитацию. Да, какие-то дома разрушенные. С другой стороны, винить смотрителя или исследователя тоже как-то странно. Ой, я пока что не знаю даже. Так, энергии, химикаты. Снежок мне нравится. Может, какая записулька будет? Это газета какая-то.
Опа, квартира с ковром на стене. Тихо, там была Вероника. Я опять стрелять хотела. Хотела выстрелить в скримеров. Оба. Блин, мне много дают химикатов. Они хотят, чтобы у меня было много лечения, ремкомплект малый. Ой, фигня, кстати. Ну, мы не знаем, будет драка сейчас или нет. Может, ее и не будет. Патронов там много, а ремкомплект малый. Это очень плохо. Нужен какой-нибудь средний хотя бы. Скрафтить я его могу. Но не прямо сейчас. Вот это вообще классно выглядит. Я знаю их. Когда-то они были моими друзьями, говорит Вероника. Опа! Чуть не пропустила. Не, энергии что-то начали давать прямо жестко. Почему ты делаешь это со мной? Ага. Все перевернуто. Но он бы все равно успел. Он всегда успевает. Хоба! Чудовище? Разве ты не узнаешь меня? О! Какое-то здание с часами. Может, мы туда придем в итоге? Сохранение зачем-то дали. Так, стоп, я посмотрю сейчас вот здесь. Опять снимки медицинские, кстати. Мы с тобой пропустили, что там. Я знала, что нам не выжить. С момента первой фазы исследований. Я просто знала это. Но я все равно боролась, я все равно пыталась, чтобы конец был достойным для нас всех. Я пыталась видеть его таким, какой он есть на самом деле. Он просто хотел узнать. Но в тот момент, когда в нем поселились сомнения, он начал меняться. Забавно. В наших разговорах казалось, что мы оба на мгновение коснулись чего-то поистине важного, но это не то, чего они хотели. А потом они забрали меня от него. Военные? В любом случае, это моя последняя запись. Это конец исследований. Ты что-нибудь понимаешь? Я понимаю, что она говорит сейчас про военных, которые ее прессовали на металлургическом. Военная рация мне не дают. Что же сделать-то такого? Слушай,
Ну, мне прям некуда девать военную рацию. Лечиться ремкомплектом как бы нет смысла. Гильза дробана выбрасывать. Но я ничего, я могу выбросить выжигатель. А если сейчас будет драка, то выжигатель это как бы круче, чем военная рация. Придется оставить, что ли? Шестер не дают. Так, проходе где-то был вот тут. Если дадут сохранение, то мы с тобой вернемся. Ящик спрятали. Жесть какая-то. А, предлагаете мне чинить? Хорошо. А куда вывести? Мне кажется, вывести в потолок. Вот сюда, а там дальше поглядим. Надо приемник найти. А, сороконожки. Ну, кстати, на них можно выжигатель потратить. Хотя, если это обычные, то смысла нет. А, приемник, вон он. С дробовика, конечно, он лег. Так, пистолетик, и нам надо как-то провести. Далековато, кстати. А, нам нужно прямо вот отсюда провести, мы пройти не можем. Ну, это тоже неплохо. А, не пройти можем, но только так. Но мы все ближе подбираемся к этому зданию. Он здесь чем-то занимается. Типа приспособил здание для себя самого. Давай. Он это заслуживает. Давай. Не бойся. Так, перезарядку надо осуществить. Опа, 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 смотри, идет. Идет, идет, идет. Но вот, похоже, мы уже в этом здании. Этому невозможно противостоять. Так будет лучше. Фу, ну сороконожки. Они мне не нравятся. Мне не нравится противник, который сидит на стенах и на потолках. Но это неудобно. А, нам, наверное, опять надо прыгать.
Во, вот это красивая картинка. Смотри. А, ну все, теперь мы точно заходим. Вот и все. Должно быть, он где-то рядом. Вероника, так что именно тебе от меня нужно? Я хотел спасти тебя. Когда я узнал, что ты моя следующая цель, я понял, что я не смогу этого сделать. Какой смысл в моем спасении, если при этом невозможно помочь другим? Не здесь и не сейчас. Но что я узнал о тебе, так это то, что ты непреклонна. И какой же у тебя план? Мой план заключался в том, чтобы оберегать тебя от опасности и надеяться, что ты найдешь решение. Надеяться? Это все? Это то, чему я научился у тебя. Смотри, пока что, как я это вижу, вот этот вот исследователь, то есть смотритель, настолько проникся людьми и человеческой расой, что он захотел их спасти от этой так называемой болезни. То есть он понимал, что к чему все идет, и мы сами в игре это видели, к чему все идет, и он захотел спасти человечество, используя при этом для этого Веронику Каминскую. Ну, то есть не просто ее используя, он стал для нее как, типа, как тот, кто ее оберегает, и думал то, что именно она может это сделать. И получается то, что он искал ее в разных временных линиях, что ли? Не пон. Помянем военную рацию, которая лежит на локации. Мы уже возвращаться туда не будем, конечно. Так, энергия 9000. Это что за подарки? А, ремкомплект большой, кстати, да. Ядрышку. А, ну это одно только у меня. Одно это неинтересно. Факел мне не дадут. Все, нам на лестницу. Либо купить что-то, либо... А давай, знаешь, как сделаем? Болторез кинем вот сюда. Я надеюсь, что я не пожалею об этом. Ядро тоже закинем. Арбалетный болт. Ну, в общем, смотри, если мы сейчас выйдем на какую-то драку, где мне нужен будет арбалетный болт, перезагрузимся и просто вернемся сюда. В этой игре это норма. Ремкомплект большой, ремкомплект малый. Средних 2. Вот так вот, я думаю. Так, а сохраняться? Сохраняемся куда-нибудь на низ. Сохранение, найти цель, Эдвард Вишневский. Все, погнали на лестницу. Но пока что тайна вот этого вот объединения, кто они, там, из каких они там материалов, каких-то эпох сделаны, нам рассказывали. Кто такие вот эти вот... вот это объединение, нам так и не сказали. Пока что. Да ладно. Но почему ты не можешь просто отпустить? Вероника, ему нельзя доверять, он опасен. Я не знаю, что он задумал, но... И ты не можешь ему верить, когда он говорит, что хочет спасти человечество.
Он заботится только о тебе. И он причинит тебе боль. Он бы не стал. Я это видела. Она видела, как он ее превратил в какого-то получеловека, полумашину. Я не понимаю. Тебе лучше перестать сопротивляться, чем причинять себе еще больше страданий. То есть... Ты хочешь сказать, что мне нужно просто сдаться? Мне просто нужно выбрать смерть? Ты это хочешь сказать? Нет, но то, что он собирается с тобой сделать... Это... Слушай... Он сказал мне, что ты придешь за ним. Объединение накажет за его непослушание. Я не Я не из объединения. Я не такая, как он. И что? Тогда кто ты? Я... Это ты. Ты даже близко не она. Я не позволю тебе сделать с ней то, что ты сделал со мной. Я не позволю, обещаю, клянусь. Нет, тебе нужно остановить это прямо сейчас. Не стой на моем пути. Он реально как поехавший получается? Все почти готово. Нам осталось только открыть для нее разлом. Мы отправимся в то время, когда технологии объединения все еще работали. А потом... Тогда все станет возможным. Разве ты не отрекся от них? Отрекся. Но я никогда не просил воздаяния. До этого времени. Это безумие. Все, что ты делаешь, приведет к тому, чего ты избегаешь. Я сделаю то, что я должен. Че у него за серп мощный? Серьезно? Пора исправить ошибки прошлого. Интересно, он дурной или нет? Ну, в смысле, он встанет на выжигатель или нет? А как его убивать-то? Ага, еще что придумал. Телепорт с технологиями. Вот ты попал. Блин. Почти что он попался. Интересно, я смогу его завалить простым оружием? Пора исправить ошибки прошлого. Ну, вроде как что-то происходит. Ты гордишься собой, маленький путник? Блин. Ну, уже нет, уже не горжусь. О! Я просто стреляю в воздух, вот этим я точно не горжусь. Время на исходе. Блин, ну он как бы больно бьет, но не так, чтобы критично. Вроде как у него было оранжевое здоровье. Время на исходе. Нифига себе, что ты придумал. Вот это настрой. А мне дадут такую штуку, как у тебя?
Мой черед. Блин. Давай же, я здесь, путник. Но ты должна стрелять точно. Пора положить этому конец. Ой, как плохо! Это что такое вообще? Это что он такое сделал? Время на исходе. Он просто чудом промазал по мне. Чудом промазал. А, я не могу этого делать. Я давно должен был покончить с тобой. Ты. Так, где же он? Блин, мне приходится уже вот так стрелять. Так, карабин я потратила. Дробана 2 штучки есть. Пора положить этому конец. А я могу сейчас отпрыгнуть? Да, от мега удара можно отпрыгивать. Это хорошо придумали. Блин. Может, его отсюда стрелять, или он ко мне придет? У меня просто тупо нет времени заряжать выстрел. Ну давай в рукопашку подеремся. Мне кажется, что у меня аптечки кончились. Да, у меня аптечки кончились. Мне нужно прыгать. Но зато мы поняли, что нам надо делать. Потому что, в принципе, на этой драке и патроны дают. Фу, ну это жизнь какая-то.
Патронов нет. Это не шутка, их просто нет. Их нет. Неужели? Прошу, дай мне попробовать. У нас все еще есть надежда. Прости, но я не могу. Я знаю, что я причинил тебе боль. Но в этот раз я все сделаю правильно. Просто дай мне шанс попытаться все исправить. Прости меня. Нет. Стой, пожалуйста! Поверь мне. Лучше, чтобы это закончилось прямо сейчас. Говорю же, то, чем он здесь занимается, не спасет человечество. Неважно. Что? Может, не сейчас. Может быть, и не в этом времени. Но возможность все еще есть. Они должны быть. Откуда такая уверенность? Я знаю, что тебе пришлось через многое пройти. И я верю тебе, когда ты говоришь, кто ты. И я верю, что ты когда-то была мной. И я сейчас не хочу сдаваться. Не тогда, когда он вернулся. Не тогда, когда мы можем попытаться снова. Он не тот, кого ты помнишь. Он тот, кто хочет помочь мне. Он друг. Он — это яд. Вероника, я прошу тебя. Я хочу, чтобы у меня было будущее,
Whatever it may be. Какое угодно. Нет, ты будешь страдать. Это твое будущее. But without it, Но без него у нас не we don't будет even have даже a flicker. искры надежды. Please, Пожалуйста, I want this. я хочу этого. Это как так? Выстрелить в него, закончить на этом? Пощадить его, отпустить их? Я не знаю почему, но смотритель или исследователь — это тот противник, которому ты не испытываешь чего-то плохого. Я не знаю, как ты, но я не испытываю к нему никаких негативных чувств или всего прочего. Да, он там психанул, спылил, но в целом, как Вероника и говорит, если его убить, то смысл? Ну, хотя, если его убить, то... Нет, но он знает больше, чем мы. Просто если мы его убьем, тогда получится, что у нас есть Вероника из прошлого, Вероника из будущего. И как так? Нет, я хочу пощадить. Thank you. Спасибо. Прости меня за все. Вероника. После титров. Какой был номер, я пропустила? Сбой процедуры погружения. Матрица памяти повреждена. Поиск последней доступной резервной копии памяти. Ошибка. Восстановление памяти от 21.12.81 успешно. Перезагрузка системы. Перезагрузка. Все уже, ку-ку. — 81-й это типа год, в котором, когда телепортируемся назад, это вот тот год, 81-й. Это F что-то там 77 или какой? Я просто пропустила. Вероника? Нет. Как? Я не могу тебя так оставить. Она мутирует, что ли? Это единственный путь.
Другого выбора нет. Ты должна понять. Я прошу тебя. Я могу это исправить. И я исправлю это. Так, результаты мне показывает режим игры нормальный. Кстати, в игре нет уровня сложности, то есть все играют на одном уровне сложности, и уже, видимо, потом от того, что ты делаешь, что-то зависит. Время прохождения 19 часов. Прикол. Смертей 37, слившихся врагов 116, использование станции сохранения 61, филактерия, Лидия, Энтони, Дэвид. Да, концовка Би. Концовка Би. Поздравляем, вы прошли игру на норм сложность. Открыт новый контент, новая игра плюс, сложный режим игры, скин Левиафан. Внешний вид путника, меню дополнения. Скин Левиафан это как? А, это беленький. А чё, так можно было скины какие-то менять? Я и не знала про это. Теперь доступна новая игра плюс. Ну что, друзья, я знаю то, что ни я, ни вы не заснем, пока не узнаем, какие еще концовки есть у нас в Кроносе. Поэтому я предлагаю, естественно, игру не перепроходить, потому что ни у кого нет на это времени. Я предлагаю воспользоваться Ютубом и посмотреть остальные концовки, которые здесь есть. Возможно, они еще больше раскроют и объяснят нам сюжет игры. Ну и, скорее всего, так и должно быть. Это же концовка все-таки. Название канала, на котором я буду смотреть сейчас, будет подписано вверху экрана. Переходите на этот канал, поставьте человеку лайк. Человек старался и перепроходил игру или перепроходил хотя бы финальную битву с боссом для того, чтобы это все получить. Не знаю, какие там условия концовок. Давай просто посмотрим. Короче, мы получили концовку B. И сейчас посмотрим, вот видишь, у него, короче, концовка B, концовка A и концовка C секретная. Сейчас будем смотреть. Новую игру плюс человек начал, и, естественно, он был в белом скафандре. Переходим к концовке A. О, видишь, какой скин модный? Если убить смотрителя. Нет. Зачем? Зачем тебе вообще все это? Я твое прошлое, чтоб тебя! Ты могла бы просто уйти и обрести свободу. Я свободна. Теперь она может управлять временем, получается. Ну, типа, сделать эти разломы. Мы все свободны. А что с ней такое? Как понимать, что путник упал? Эдвард! Эдвард, открой дверь! Вишневский, что ли? Открой! Пожалуйста! О, слава богу! Вероника? Ты в порядке? Все в порядке, что происходит? Я просто не хотела оставаться одна. А, это концовка Би, вот, которая у нас сейчас была. Концовка С секретная. Начать сначала. Третий выбор после финальной драки. Я не могу позволить тебе это сделать.
Ее нужно спасти. Зачем тебе вообще все это? Я твое прошлое, чтоб тебя. Ты могла бы просто уйти и обрести свободу. Что? Это уже случалось. Это происходит снова. Каким-то образом оно всегда заканчивается здесь. Может, тебе стоит сбросить все свои шрамы? И самое главное, бросить меня. Я тебя не брошу. Все хорошо, Вероника. Возможно, она права. Иди, забери ее. Шанс все еще есть. Для вас обеих. Думаешь, получится? Ты никогда не сдаешься. Ты справишься. Почему она секретная? Тут какие-то надо выполнить задания по ходу игры. Может, там определенную филактерию собрать. Кстати, какие-то критерии секретной концовки, непонятно. Типа, наверняка здесь недостаточно просто перепройти босс-файт. Последний. Потому что филактерия по-любому должна на что-то влиять. Ну, хотя это не точно, я не знаю. Я не копатель в играх. Вероника из прошлого, Вероника из будущего. Уехали, ушли. Прости меня за все, Вероника. Добро пожаловать, Вероника. Время пришло. Слушай волю тех, кто не заговорит. И если инструменты не хотят, они захотят. Их воля будет признана ошибкой. И ошибка эта будет устранена. Вот и все. Все сказано. Ну что, друзья, пришло время подвести итог. Что могу сказать? Во-первых, это было очень интересное приключение. Все эти серии, которые я записывала, мне было очень интересно. Мне понравилось все. И боевка, которую некоторые ругают, и то, как игра выглядит визуально, и какие в ней диалоги, эмоции сюда вложены. Сюжет, я пока нахожусь на стадии обдумывания сюжета и переваривания всего вот этого, и на это мне нужно время. Но хочу сказать, что игра после себя оставляет очень хорошее впечатление, за исключением того, что про объединение, вот эту вот как бы организацию, для которой нужно возносить личности, нам не рассказали. Похоже, что мы можем только строить теории. Каким образом оно появилось в каком-то там 3000 лысом году. Каким-то образом Вероника Каминска выжила и стала путником. Мне нужно подумать над этим, честно, потому что игры, в которых есть параллельные временные линии, я уже говорила в течение этой серии, игры, фильмы, в которых вот это вот все присутствует, это достаточно сложно для понимания, и нужно некоторое время для того, чтобы разложить это по полочкам и
Часто требуется обсудить с кем-то, чтобы, допустим, я думаю так, а я думаю так. И вот это вот, вот этот вот диалог способен родить какую-то истину. Самое, да, наверное, печальное для меня то, что нам не рассказали все-таки конкретно вот то, что объединение было создано там-то и там-то, потому-то, потому-то, там так-то сделали. Вот это вот меня, конечно же, опечалило, но, возможно, у нас будет какой-нибудь DLC, в чем я, конечно же, не уверена. Потому что кто знает, какие там у разрабов планы. Мне все-таки нравятся игры, в которых остается какая-то загадка в конце, хотя я не знаю, почему у разрабов есть такая манера делать такие вещи. В целом, небольшая недосказанность это хорошо, и небольшая недосказанность это нормально. Мне кажется, в этой игре недосказанность примерно где-то посередине находится. То есть, если ты не просто пробегаешь, а реально читаешь все записки и слушаешь голосовые записи, примерно картинка как-то складывается. И картинка, вот это вот сам сеттинг, постапокалипсис, там какие-то перемещения во времени, это очень интересно и запутанно. Но, повторюсь, по классике вещей, сразу же после прохождения я тебе не выдам никакой реакции, я тебе не выдам никаких этих своих рассуждений, потому что мне нужно время это переварить и подумать. Ну и, конечно, нельзя не заметить то, что из игрушек, которые выходили в этом году, ну, для меня, наверное, это топ. Это топ, конечно, потому что давненько я ждала какого-нибудь крупного такого проекта в жанре хоррор, в жанре survival horror. В целом я оцениваю игру на... Если не 10 из 10, это все из объединения, кстати, то на 9 из 10, прямо вот 100% проект мне очень понравился. Играть в него было реально интересно. И несмотря на то, что это достаточно такая долгая игрушка, мне пришлось сделать серии по 3 часа, потому что много беготни, много боевки, много всяких перемещений. Но я не знаю, чего там плохого. Я знаю то, что некоторые люди говорят, что эта игра что-то какая-то душная. Но где ты видел игры, в которых тебе подается бесконечно сюжет, и при этом нет никакого боя или перехода на разные локации? Ну, то есть, типа, странно делать игру, в которой нет боевок, а просто тебе постоянно подается сюжет. Я не знаю, как это понимать, почему люди так думают. Нормально все сделали, отличный, хороший проект, который в 2025 году прямо мне очень сильно запомнился. Обязательно пишите ваши мысли по сюжету, будет очень интересно прочитать и, конечно же, вступить в диалог по поводу этой темы. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, и не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока. This is the future.